поменялось. Хоть яму и закрыли. Нет, это невозможно. Там я ничего не найду. Вот почему я не поклонник того, чтобы начинать бизнес в гараже. Всех приветствую на своем канале о том, как я строю свой микробизнес в Эстонии. Знаете, на самом деле я вообще не планировал это видео как пособие по уборке в гараже. Все вообще должно было изначально начинаться не с этого. Мастерская начала становиться уже тесноватой, заказов становится все больше, и это очень хорошо. Начали появляться новые задачи, которые уже поджимают старые невыполненные задачи, все наваливается одно на другое. Ну и, естественно, нужно сделать очень много в мастерской. Вообще замечательно, что есть работа, да, и люди заказывают декор, не только мебель, но и декор, но я зашиваюсь. И прежде всего стоит сейчас вопрос в том, чтобы сделать сушильный шкаф. Этот вопрос уже назревал давным-давно, и шкаф нужен для сушки мелких изделий. И также было бы неплохо сделать новый верстак мобильный с фотозоной для быстрых фотографий по просьбе клиентов. Естественно, система хранения назревает сама собой для товаров и для материалов. Что я планировал? Планировал часть материалов все равно покупать, но был уверен, что все-таки многое лежит в гараже, и какую-то часть я возьму оттуда. Все, что туда сносилось очень долго и длительно, это какие-то панели ЛДСП, которые должны были пойти на стеллажи на полке, металл для креплений, петли. Расчет был особенно на эти петли, ну и разная фурнитура, которая была необходима. Я почему-то был на 100% уверен, что все это найду, и все это в гараже. Но, к сожалению, реальность такова, что гараж — это гараж, и когда в нем ты долго не находишься, происходит нечто такое, к чему ты абсолютно не готов. Поэтому я решил поехать в гараж вначале посмотреть, что там. Тем более, меня там уже не было около 2 месяцев с момента того, как я поменял резину на летнюю. Выдвинулся я в гараж посмотреть, что да как сразу. И я решил нахрапом наскочить на него, но, к сожалению, у меня не получилось. И проблема в том, что, вы должны понимать, что гараж — это не больше и не меньше. И даже проблема не в том, что это просто гараж, а проблема в том, что этот бардак, он не только мой. Он общий, потому что гараж не только мой, а наш семейный. И за много лет здесь накопилось, можно сказать, что история. Это уже несколько раз тут уборки проводились, что-то вывозилось на свалку, что-то выкидывалось. Но вся история практически всей семьи здесь лежит. То сезонные колеса. Кто-то ремонт перед техосмотром проходит, кто-то дома делает в квартире ремонт, кто-то привез свой инструмент. Кто-то, как я, металл тут сложил, кто-то оставил запчасти, и так далее и тому подобное. В итоге, рано или поздно все начинает стекаться в одно место, и это место — гараж. Фух, 15 минут, и я уже устал. И это больше не физически, а морально. Да, отец мне несколько раз говорил, что надо бы заехать, сложить колеса, и как бы он намекал на то, что там откровенный беспорядок. Да снимаю, когда мы с тестем приедем здесь на субботник. Хотя бы 2-3 часа надо уделить, потому что, так за 10 минут не убрать, и это себя обманывать, и только руки пачкать. Я лучше пошел немного поработаю, выполню заказы. Прошло несколько дней, решил все-таки затеять уборку на гараже, позвал тестя в помощь. Вадим с удовольствием согласился. Ну ничего, тестю я дозвонился, приедет помогать. Так, ладно, надо собираться, надо мусор вынести отсюда, и поехали.
С обрезками раньше вопрос не стоял. Почему? Потому что в котельной у нас твердотопливный котел. Всегда котельщик помогал нам, утилизировал наши обрезки. Но теперь хозяева поменялись, и как они будут себя вести, я не знаю. Они там заняли возле котельной все место какими-то вещами, там старым хламом. У них переезд, и, естественно, на лето котельщика нет. Спросить не у кого, ну и я не хочу нарываться. Ко всему прочему, захламлять своими вещами чужую территорию не хочется. Потом еще скажут, убирай, зачем мне это все. Поэтому по просьбе Вадима я все забираю на гараж. Он сказал, что рассортирует и будет чем топить осенью. Поехали за тестем. А то не хочет он быть транспортабельным. Наверное, вчера какой-то праздник был. Блин, поставил в салон. Забыл, что у меня багажник полный. Ладно. Заехал за тестем и двинули на гараж. На наши раскопки и уборку. Немного, конечно, я морально был веселее до этого. До того, как началась уборка. Но все не так радужно. Сами понимаете, уборка – это физический труд, а еще когда тут 2 месяца тебя не было, и тебе надо найти нужные детали, металл, доски, петли. Ну, в общем, надо немного перенастраиваться и начинать уборку. Покажу немного таймлапса, как все это происходило. В принципе, мы потратили чуть больше 2 часов на уборку. Ну и какие-то 15 минут ранее я потратил, когда приезжал в первый раз. Вдвоем всегда легче убирать. Конечно, тесть участвовал ровно настолько, насколько он мог поучаствовать. Ну и в принципе уборка прошла достаточно хорошо и весело. Я нашел кучу артефактов и мангал, который стоит уже и ждет своей дачи. Я не знаю, я его делал несколько лет назад. Думал купить дачу, но сделал себе мастерскую. И по факту найдено было практически все, что нужно, кроме самого основного. Петли, которые я искал, и кое-какая фурнитура просто не нашлась. Ну, это гаражи, и вы понимаете, что чем больше хозяев в гараже, тем меньше контроля и наличия вещей в нем. Из хорошего нашел доску красного дерева. Это плюс к бюджету, потому что не надо ее покупать. И это очень приятно. Я думал, что уже почти все истратил, а тут такая находка. Это действительно хорошо мне поможет. В общем, с интересными материалами в Эстонии напряженка. Приходится их выискивать различными способами, разбирая какие-то ящики или спрашивая у знакомых, у друзей, по форумам, по различным группам. Ну, в общем, видите, да, немного порядок навели. Я не скажу, что тут все совсем идеально, даже совсем не идеально, но, по крайней мере, уже можно до велосипеда добраться, машину загнать, когда уберутся эти панели вскоре. Ну и, в принципе, результатом я более чем доволен на таком этапе и находками тоже. Дальше с тестем забрали мешок мусора, наверное, литров 150 получилось, и поехали. Тестя я завез домой, мусор на пункт приемки, ну а сам потихоньку трудиться и думать, как что мне делать. Почему? Потому что надо было уже спланировать материалы для сушильного шкафа, исходя из того, что я нашел, и для верстака, и для зоны хранения. Все это нужно для того, чтобы эволюционировать в мастерской. Хоть в планах и аренда дополнительного помещения небольшого, где-то порядка 20 квадратных метров, но об этом в следующих видео. Что хотел бы сказать в итоге. Раньше на канале я выпускал видео о том, какое помещение бы вам подошло, и если бы вы занимались крафтом или какими-нибудь другими своими работами в своем микробизнесе. Его еще можно пересмотреть, и я думаю, что сегодняшнее видео наглядно объясняет, в чем же проблемы вот таких помещений, как гараж или подвальное чужое помещение, которые вам не принадлежат, но вам дали их временно попользоваться, и когда там еще кто-то находится. В этом всегда есть какие-то и плюсы, и минусы. Плюсы — это бесплатность, минусы, ну, постоянно кто-то там находится, и вы можете чего-то не досчитаться в определенный момент, но всегда начинать с минимальной аренды — это в любом случае плюс.
Я никого отговаривать не хочу от того, чтобы начинать в гараже, и вы должны, если хотите через это пройти, вы поймете, что все-таки аренда собственного помещения — это немного другая ответственность, это другой выбор, и вы по-другому видите, как это будет работать у вас. Можете расположить свои вещи по-своему, свои верстаки, столы, оборудование, и для вас это все-таки будет лучшим пониманием, как вы должны выходить на определенный оборот, чтобы платить за мастерскую и себе деньги зарабатывать. Если вы согласны, ну или не согласны, можете написать мне в комментариях под этим видео. Я комментарии всегда приветствую, читаю, отвечаю. Подписывайтесь на канал, это стимулирует меня выпускать новые видео для вас и поможет каналу развиваться. Далее будут интересные проекты. До новых встреч, пока-пока.